Ребята, всем привет! С вами Даша, и сегодня я вам покажу, как я буду собирать и красить вот этот замечательный набор от Звезды. Это модель советского штурмовика Су-25 Грач в 48 масштабе. Это очень горячая новинка, и я думаю, что многие моделисты очень ждали, когда она выйдет, чтобы приобрести ее в свою коллекцию. И она у меня появилась в коллекции тоже. Так что, если вы тоже хотите приобрести такую модель в свою коллекцию, то можете обратиться в магазин «Модельная лавка». Там по промокоду Даша вас будет ждать скидка в 10%. По промокоду, который вы видите на экране, 200 рублей на первый заказ. Итак, поехали смотреть, как я собирала и красила этот замечательный самолет. Начала я работу над штурмовиком со сборки рабочего места пилота. Вначале я собрала кресло и покрасила его в черный цвет. Также в черный цвет я покрасила приборную панель. Мне почему-то хочется назвать эту деталь торпедой по аналогии с автомобильной деталью. Следом я покрасила кокпит в серый цвет, а желтым я окрасила внутренние поверхности самолета. Скорее всего, на готовой модели их не будет видно. Черным грунтом я покрою фигурку пилота. Кстати, она очень хорошо отлита для пластика. Более детально я займусь ей чуть позже. Спрятав за скотчем ту часть, которая должна оставаться желтой, окрашу боковинки фюзеляжа серым цветом. И тут в ход, как и на предыдущих этапах, идут краски от Pacific. Это акрилы. Теперь очень довольно любопытный этап работы над штурмовиком. Я прикупила комплект объемных декалей от Quinta Studio с объемными деталями интерьера кабины. И с ними рабочее место пилота смотрится в разы лучше. И обратите внимание, хоть это и декаль, но клеить ее советую на клей ПВА, так как они тяжелее обычной декали. Вначале я хочу рассказать про выбор прототипа, причем тут Украина в названии видео. Признаюсь, что на фоне всей этой истории с нашим Z-состоянием мне хотелось сделать машину в современных реалиях. Одной из воюющих сторон Су-25 активно применяется как российской, так и украинской сторонами, с разной степенью успеха, но пусть в этом разбираются историки и военные. Но быстренько изучив, что сейчас летает на Украине, я поняла, что без упущений по матчасти не получится сделать более-менее соответствующую машину. Звезда сделала модель самолета ранней серии, и такая модель будет актуальна на афганскую войну, максимум на чеченскую. После своего первого боевого применения сушки неоднократно модернизировались. Это особенно заметно по оборудованию рабочего места пилота, ну и другим мелочам. На украинскую версию сушки нужны были соответствующие декали и смелость попасть в холиварные истории, а на российскую версию самолета также нужны декали. Например, с недавних пор у нас не военно-воздушные силы, а воздушно-космические. Вы чувствуете полет целей. И таким образом я решила сделать афганский вариант знаменитого самолета. Тем более, вы только посмотрите на этот шикарный бокс-арт с примером окраски именно на тот период. Более глубоко погрузившись в конструкцию этого летака, который делает вибухи, я наткнулась на любопытный телеграм-канал Fighter Bomber. Ссылка на него будет в описании. Его вроде бы ведут люди, близкие к фронтовой авиации. И оттуда я взяла несколько интересных видео, которые будут иллюстрировать мое повествование. После просмотра подобных видео начинаешь ненароком восхищаться людьми, которые пилотируют грачей. Мне кажется, летчики фронтовой авиации – это отдельная каста внутри других летчиков. Это не красивые пилоты-истребители, летающие где-то далеко в небе и пускающие ракеты воздух-воздух по принципу «выстрелил и забыл». Пилоты Су-25 дерутся буквально на расстоянии вытянутой руки с противником на предельно малой высоте. И это видео завораживающе выглядит. А теперь представьте, что это все происходит в настоящих боевых условиях. И шансов на ошибку у вас нет. Жизнь всего одна, и точки распална у вас тоже не будет. Вне всякого сомнения, на данный момент новинка фирмы «Звезда» представляет собой наилучшую и самую точную модель штурмовика Су-25, но, увы, не идеальную. Несмотря на то, что при разработке модели применялась технология трехмерного сканирования настоящего самолета, неточностей в геометрии, к сожалению, полностью избежать не удалось. Трудно сказать, чем они вызваны. Возможно, ошибки вкрались в процессе обработки данных сканирования. После того, как рабочее место пилота подготовлено, можно продолжить сборку самолета. Модель собиралась легко, буквально за вечер, что неудивительно, ведь это новая модель от Звезды. Я заклеила масками фонарь кабины, а это значит, что я могу смело приступать к основным окрасочным работам. Для начала я загрунтую модель грунтом из баллончика. Я очень советую подписаться на мою группу ВК. Там я регулярно выкладываю посты о прогрессах моих строек, обозреваю работы моих зрителей и делюсь новостями мира моделизма. Если вам по каким-то причинам не нравится ВК, то у меня есть канал в Яндекс.Дзене и также телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании.
начиная окраску нижней поверхности самолета. И для этого я использую сине-серую краску от Gemscale, хотя мне кажется, что я опять не попала в нужный оттенок. Для создания 3D-модели самолета специалистами звезды был оцифрован с помощью технологии трехмерного сканирования опытный Т-811, бортовой номер 66, из экспозиции авиационного музея в Монино. Самолет первой серии, выпущенный на Тбилисском авиазаводе 30 апреля 1982 года. Этот борт эксплуатировался в Ахтубинске и летал по программе специальных летных испытаний на отработку боевого применения различных авиационных средств поражения. На нем также облетывались некоторые конструктивные доработки. Это работа с самолетом, а это значит, что мне придется использовать очень много малярного скотча в своей работе. Во-первых, мне нужно спрятать нижние уже окрашенные поверхности самолета. 21 июня 1990 года под управлением летчика-испытателя Комарницкого Т-811 совершил свой последний 662-й полет, а 15 сентября был передан в Монино. И после нанесения масок я могу приступить к нанесению основного цвета. В этой схеме окраски не очень понятно, какой цвет является основным, а какой камуфляжным. Но я решила начать с коричневого, и тут я использую краски от Pacific 88. После того, как первый цвет высох, а он это сделал примерно за ночь, я снова нанесу маски на самолет. И на этот раз мне необходимо работать чуть более точно, поскольку я попытаюсь воспроизвести афганский паттерн камуфляжа. Геометрия и обводы планера Су-25 остались неизменными на протяжении всего серийного производства машины. Менялась только деталировка, а в ходе модернизации варианты Су-25СМ и Су-25СМ-3 совершенствовалось оборудование и вооружение, так что монинский Су-25 вполне подходил для сканирования общей геометрии. Желто-песочным цветом я окрашиваю оставшиеся части у самолета. Деталировка модели соответствует машинам поздних самолетов 9 серии и ориентировочно до второго десятка 200-х номеров 10 серии, но путем несложной доработки некоторых панелей и лючков можно построить модели более ранних машин, начиная с 6 серии, так и более поздних, вплоть до 8 десятка 400-х номеров 10 серии. Разработка деталировки модели велась по многочисленным фотографиям строевых машин при участии историка и большого энтузиаста Су-25 Андрея Короткова. На коробке с моделью мы видим отличный рисунок Андрея Жирнова. Это уже стало традицией фирмы. Все хорошо, но на рисунке прототип с номером 50 пускает ракеты С-25, а в ближних пилонах подвешены Х-29. В действительности же данные ракеты в смешанных вариантах подвески не могут применяться. А теперь долгожданный момент, я стираю маски. Стараюсь я это делать плавно, чтобы скотч за собой не оторвал предыдущие слои краски. И снова в ход идет скотч, и мне нужно окрасить верхушку киля в зеленый цвет. Поработаю кистью. Мне нужно окрасить некоторые мелкие элементы, которые сложно окрасить аэрографом.
После глянцевого лака я нанесу смывку. На верхней части я применяю коричневую смывку, а на нижней черную. Настало время декалей, и у модели есть два огромных листа с декалями. Первый лист – это номера, звезды и огромное количество технических надписей, а второй лист, чуть поменьше, это технические надписи для подвесного вооружения. На нанесение только одних технических надписей у меня ушло 3 вечера. Окрашу стойки шасси в серый цвет, а также окрашу подвесное оборудование, и я буду использовать 2 дополнительных топливных бака и 2 бака с неуправляемыми ракетными снарядами. Помните, в начале видео я обещала вам покрасить пилота, и вот сейчас я этим и займусь. Пилот у меня афганский, поэтому он будет одет в песочный комбинезон и зеленую жилетку. И надеюсь, что тут я с цветами не наврала. Штурмовик – это рабочая лошадка, поэтому масляные точки тут будут в тему. Немного придам самолету вид полетавшей боевой машины. А тут я сделаю пилоту смывку. И вот такая у меня получилась сборка. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.